Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня я вам расскажу, какие ошибки нельзя допускать при волосковой технике, чтобы брови выглядели максимально натуральными и естественными. Итак, первая работа. Мы видим, что укладка волосков хорошая, но брови выглядят очень такими яркими и жесткими. Вот не хватает воздушности, легкости, как раз таки на головке брови не хватает пушковых, таких прозрачных, легких волосков. И чтобы бровь получалась такая воздушная, естественная, не грубая, не как забор, да, мы вот эти волоски начала должны начинать очень-очень легко, полупрозрачно. То есть как будто из воздуха мы начинаем, а уже в серединке волоска, да, мы прорисовываем более плотно, укладываем пигмент, чтобы волосок читался. Также бровка выглядит немножко редковатой. Вот эти дырочки, пространство можно было еще заполнить пушковыми волосками, но чтобы они были очень воздушные и легкие, не такие яркие и жесткие. Вообще очень здорово смотрится, когда в одной брови мастер сочетает несколько методов нанесения волосков. То есть какие-то волоски более плотные, такие жирненькие и акцентные, а рядом лежащие волоски легкие, воздушные, пиксельные. И тогда вот получается прям очень натурально. Ну и как раз здесь мы бы добавили пушка по низу. Эту бровь тоже еще можно спасти, немножко вытянув вот эти яркие места начала волосков. Тогда она будет гораздо нежнее. Также кончик, да, на кончике у нас волоски более легкие, воздушные, поэтому работайте на хвостике с аккуратностью, потому что у нас здесь косточка, мало подкожной жировой клетчатки, легко засадить пигмент. Поэтому при прорисовке хвостика нажим ослабляем, концентрируемся на своей линии, сильно не машем и стараемся вывести филигранный тонкий волосок. То же самое и на головке. Головка и хвост всегда легкие, прозрачные, а к серединке все волоски подсобираются и становятся ярче, плотнее, насыщеннее. Как будто бы это такой эпицентр яркости. Соответственно, все сплетения у нас происходят только в серединке. Благодаря этим сплетениям мы добиваемся объема. И также советую вам в работе использовать как минимум 2 цвета, чтобы максимально передать вот эту живую картинку. То есть сначала я бровки все рисую более светлым цветом, как подложку, а уже в конце перехожу на темный пигмент, расставляю акценты преимущественно в серединке, и тем самым бровка становится прям живой. Переходим к следующей работе. Кстати, это работа моих подписчиков. Если вы хотите тоже, чтобы я разобрала вашу работу, милости просим в мой телеграм-канал, присылайте свою работу, и, возможно, в следующем выпуске я разберу именно ее. Ну, а мы возвращаемся к разбору, и здесь мы видим, что мастер классно выбрал укладку волосков. Здесь у нас нестандартная укладка, волоски немного имеют направление вниз, поэтому здорово, что здесь нет конфликта волосков. Поэтому всегда обращайте внимание прежде всего на рост волосков клиента. Вы не можете сделать, например, такие пушистые воздушные брови, зачесанные, если у клиентки волоски растут вниз, потому что по заживлению произойдет конфликт волосков и будет такая вот решетка совершенно ненатуральная. Что бы я изменила именно в этой работе? Несмотря на то, что укладка прям потрясающая, не хватает той же самой легкости, как и в предыдущей работе. Я бы вывела немножко полегче вот эти начала волосков, чтобы они были прям изящные-изящные, эти линии. Чтобы их прорисовать, мы как бы с разбегу входим в кожу и уже потом умельчаем наш штришочек до где-то 1-2 мм, чтобы поплотнее прорисовать серединку волосков. Но только когда вы входите в кожу, вы используете длинный мах, чтобы получить вот эту вот плавность линии, чтобы она не была жесткой какой-то и яркой. Поэтому, если вдруг у вас получилось ярко, вы можете спасти ситуацию и немножко подлиннее вывести эти кончики, чтобы они прям тонкие были и плавные. То же самое с хвостиком. Обратите внимание, волосочки здесь выглядят такие достаточно яркие и толстенькие, а нужно наоборот, чтобы хвост отличался от серединки, от эпицентра яркости нашей. Поэтому мы их выводим немножко подлиннее и посветлее. Вот на хвосте
по яркости, наверное, минус 70% от основной массы. То есть они должны быть легкие-легкие. То же самое на головке. Не хватает немножко четкости и пушковости. Можно волоски на головке, когда прорисовываете, немножко открывать веером. Очень натурально смотрится и живо. Потому что, как правило, у клиентов пушковые волосочки, обратите, кстати, внимание, да, немножко раскрываются. Они коротенькие, прозрачные, светлые и вот так веером располагаются. Но, конечно, все индивидуально, и вы отталкиваетесь от роста волосков клиентки. То есть, если брови прям зализанные, вы такие же рисуете, повторяете укладку. Если бровки пушистые, тогда, соответственно, вы рисуете пушистые. Ну и заключительная работа. Здесь у нас мужские брови. Выполнены достаточно неплохо. Мастер постарался, молодец. Но, конечно же, я всегда найду к чему придраться. Не из-за того, что я вредная, а из-за того, что мы всегда стремимся к совершенству и должны замечать какие-то недоработки, нюансы, чтобы потом сделать еще лучше. Вот, поэтому, что бы я здесь поменяла? Можно в мужских бровях еще пушковости немножко добавить. Вот этой вот легкости не хватает, да, опять же, контраста пушковых волосков и основных толстеньких. А вот в серединке я бы добавила еще акценты, сплетения. Кстати, очень интересно и здорово получилось, что мастер отошел от привычной нам схемы и переплел немножко волоски. Конечно, в мужских бровях это только приветствуется, потому что у мужчин более такие кустистые и густые брови. Ну и на уголочке, да, вот здесь у нас дырочка получилась. Эту дырочку мы также можем закрыть вот такими пушковыми волосочками, полупрозрачными. Сильно ярко никогда мы не делаем на уголочке, потому что у нас освещение сверху. Верхняя часть бровки из-за этого выглядит всегда светлее. Как и при пудровой технике, да, мы стараемся сделать верхнюю часть более светлой, не акцентной, а нижнюю уже теневой. Также и в волосковой технике. Верхняя часть, как в природе, более легкая, светлая, чем серединка, где все волоски гуще всего и растут. Поэтому верхушечку мы легонько прорисовываем прозрачными такими волосками, не делаем сильно ярко, самое главное. А вот нижние волоски, серединка, да, мы несколько раз обводим. И в конце уже, как я уже говорила, повторюсь, переходим на яркий какой-то пигмент, темный, и еще обводим сплетение, чтобы их выделить, чтобы было еще живее. Также на головке можно добавить еще немножко пушковых волосков, чтобы бровка была поживее, все-таки бровь мужская, да. И, конечно, во время процедуры всегда сажайте клиента, проверяйте и добавляйте волоски в места, в которые вам хочется, потому что волосковая техника – это более творческий процесс. Самое главное – вовремя остановиться, ну и, конечно, учитывать эти пожелания, о которых я вам сегодня рассказала.